Ну что ж, уважаемые друзья, прошел ровно год с прошлого ретро-круиза, и мы снова выходим в эфир. Мы не можем пропустить мероприятие, в котором такой концентрат потрясающе изысканных личностей, насколько харизматичных, насколько красиво одетых людей. Мы не можем пропустить такое мероприятие. И, безусловно, наш канал не посвящен какой-то новостной ленте. Мы не освещаем какие-то события, которые происходят в городе, в Киеве. Мы все-таки рассказываем больше о технике, про фотографии, про видео. Поэтому мы решили для вас все-таки раскрыть ту тему, о которой мы так долго рассказывали. Фото-видеосъемка на винтажную старинную оптику. Как вы видите, у меня в руках старинный Helios 1.5 85 мм. А снимать видео мы будем сегодня в анаморфотном режиме. Две камеры, двухкамерная съемка с анаморфотной насадкой. Это достаточно сложная история, и сегодня мы будем вам про нее рассказывать. В этом году мы решили не рисковать пленочной камерой и взяли вот такую вот 8-миллиметровую видеокамеру, которую будем отправлять в соседний город на проявку. Потому что в Киеве эта история стоит очень дорого и мало кто таким занимается. Это обычный кварц 1 умножить на 80-2. Ну, если отбросить шутки в сторону, то это самая популярная известная камера Super 8S. И ее мог позволить себе каждый. Ну, те, кто не боялись работать с пленочной камерой. Есть, конечно же, и 16-миллиметровые, но это уже больше туда в сторону профессиональной съемки. Эта камера снимает в 8, 12, 18, 24 и 32 кадра в секунду. Но 24 кадра в секунду пленки хватает на 3 минуты, поэтому мы в целях экономии переведем камеру в 18 кадров в секунду. Я думаю, для ретроспективы нам более чем достаточно. Поэтому мы сегодня будем снимать еще на вот такую пленку. Посмотрим, что у нас из этого получится. Может быть, не засветим, и может быть даже правильно мы сюда вставили бобину. Мы решили остаться на цифре, но вся оптика, которая у нас накручена на наши камеры, она вся старинная, винтажная и вся построена на базе Helios. Helios 44.2 с диафрагмой, я сейчас только что снял 3 кадра, с диафрагмой 2.0 на одном анаморфоте, на втором анаморфоте и еще одна камера моя Helios 85 мм с диафрагмой 1.5, которая невероятно закручивает задний план. Как вы понимаете, что мы пишем исключительно на винтажную оптику, и поэтому весь фокус происходит исключительно вручную. Здесь эта оптика настолько старая, что она прям пробуксовывает, то есть надо делать много оборотов, чтобы куда-то чего-то настроиться. Сейчас в современном мире, когда вся оптика стала безупречной, когда любое современное стекло выдает чрезвычайную просто резкость и все настолько стало натуральным и реалистичным, кинематограф и любители вроде нас все чаще прибегают к вот такой винтажной оптике, которая не дает чрезвычайной резкости, которая софтит немножко, где-то немного нету фокуса по краям, где-то есть какое-то бочкообразное боке, но благодаря этой оптике картинка наполняется художественностью и придается изображению такой винтажности и акварельности. Ну что ж, наша колонна движется по маршруту из точки А в точку Б. Это, конечно же, очень экстремально. Сейчас ехать на ходу, снимать на анаморфотную оптику. Нашему оператору
сейчас очень нелегко, я понимаю, но тем не менее мы жертвуем ради хорошего результата. Аноморфотную оптику придумали еще в давние времена, когда в кинотеатрах не хватало широты экрана. И для того, чтобы не прибегать к более дорогостоящей и более сложной съемке на 70-миллиметровую пленку, решили на 35-миллиметровую пленку надеть насадку, которая сужает пространство. А при просмотре видеофильмов, при просмотре кино в кинотеатре надевали другую насадку противоположную, которая расширяла это пространство. И таким образом получалось в один кадр 4:3 умещать широкоформатную картинку. Также аноморфотная оптика интересна тем, что на длинном фокусе вы можете получать широкую картинку. И за счет этого получается интересное боке. Для того, чтобы добиться подобной картинки аноморфотной, можно пойти тысячами разных путей. Мы пошли по пути, понятное дело, бюджетного варианта, потому что на сегодняшний момент есть много разных объективов, начиная от $1000 за Сируи какой-нибудь, там 24, 50, 85 миллиметров разные, но коэффициент аноморфирования там 1,33, и это достаточно слабенько. Плюс нету художественного боке, плюс нету, картинка все-таки остается достаточно плоская. Что здесь в этом составе? Здесь переходник, он может быть любой, под любой байонет, в нашем случае это на Panasonic. Потом здесь старинный Helios, обычный 44, 58 миллиметров 2.0, он дает вот это вот закрученное боке. И дальше уже самое главное, это и есть аноморфотная насадка. У нас их несколько. Вот такая вот Bell & Howell, достаточно простая и недорогая. И еще одна иска, на которой сейчас мы снимаем. И здесь самая главная фишка этого всего комплекта — это single focus, который дает возможность фокусироваться одним кольцом. Потому что весь этот комплект, если не цеплять вот эту финальную насадку, он подразумевает двойную фокусировку. То есть ты находишь фокус основной линзы и подгоняешь это все аноморфотом. Это жутко неудобно, это слишком медленно и невозможно снимать ни одно мероприятие вот репортажного плана, как у нас. Поэтому у нас есть вот такой вот single focus, который позволяет подключить сюда радиофокус, все что угодно, и достаточно оперативно решать любые задачи. Но картинка, что в этом объективе, что в объективе, на котором сейчас снимают меня, она здесь настоящая, это настоящий аноморфот. Здесь коэффициент аноморфирования 2,0, там коэффициент аноморфирования 1,8. Характерная такая особенность этого комплекта — это такой легкий софт-фокус. Здесь нету звенящей резкости, и, собственно, за это и любят эти объективы. Но за это как раз отвечает первая линза. Вы сюда можете цеплять любую абсолютно линзу, но в среднем это где-то полтинник. Теперь самое главное в отношении стоимости. Вот таких вот аноморфотных насадок можно купить на eBay на любой бюджет абсолютно. Стоимость начиная от $300-400 и заканчивая $1000 только непосредственно за насадку. То есть 300-400 это за такие себе средненькие экземплярчики поцарапанные и выше. И, соответственно, к этому всему нужно будет еще докупить переходников, сингл-фокуса, в основную линзу, которая также может стоить достаточно дорого. Но по итогу финальная картинка будет выглядеть, ничем вы ее не отличите от киношной картинки. Конечно, она может быть выглядеть где-то комично, где-то не совсем кому-то покажется профессионально, но это творчество. И главное — результат, главное — интересная художественная картинка в итоге. Если у вас позволяет бюджет, вы, конечно, можете взять в аренду дорогую киношную камеру, взять какие-нибудь стандартные, уже есть фокусные расстояния куки, объективов куки, и там стоимость каждого объектива варьируется там от 20-15 тысяч долларов и выше. Безусловно, для большого кино это не такие большие деньги, но для таких, скажем так, приземленных, скажем так, форматов, вот как у нас, мы пользуемся такой оптикой, ее в принципе может позволить любой фото-видеолюбитель. И, кстати, по поводу фото. Ведь здесь не только же можно снимать видео, на эту оптику можно фотографировать без проблем, и у вас просто будут получаться интересные широкоформатные фотографии. Поэтому здесь нет никаких ограничений, все только лишь в вашем творчестве, в вашей голове. Поехали пить вино.
А пока люди отдыхают, расслабляются, распивают вкусные вина и заедают вкуснейшими яствами, мы собираем интересные портреты. И делать мы это будем исключительно на винтажную старинную оптику. Куда же без этого? Если говорить про съемку на аноморфотную оптику, то здесь, конечно же, речи не может идти про удобство. Это очень громоздкая конструкция. Даже в нашем случае кустарная наша такая установка, даже в таком виде она уже достаточно объемная. Ее на стабилизатор поставить можно, но это будет дисбаланс, это будет неудобно. Здесь по-любому должен быть радиофокус, потому что его здесь и так очень мало. И его, чтобы отслеживать, нужен отдельный человек. Поэтому здесь с этим также все сложно. Эта оптика идеально подходит для постановочной съемки. Вот как я сейчас сижу, никуда не двигаюсь, фокус стабильный и картинка киношная. Безусловно, при больших бюджетах можно фантазировать и делать все, что угодно. Но если бюджет ограничен, то желательно все-таки ограничиваться какими-нибудь постановочными кадрами. Но, тем не менее, та картинка, которую эта оптика выдает в конечном итоге, она стоит этих жертв, она стоит того, чтобы было неудобно, она стоит своих денег. Но даже и на такой комплект, как вы видите, можно добиваться отличных результатов. Я вам желаю хорошего настроения, красивых, интересных, акварельных бакешек, рисунков. И не забывайте, конечно же, подписываться на Инстаграм, не забывайте подписываться на YouTube. Расскажите, что вы думаете по поводу вот такой картинки винтажной, что вы думаете по поводу старых стекол, оптики, как вы думаете, открылось ли второе дыхание или это все-таки какое-то временное явление. По моему убеждению, сейчас старинная оптика набирает обороты и она становится в цене дороже и дороже. Напишите, что вы думаете, и пока!